Всем привет! Сегодня у нас вот такой интересный вариант декоративной штукатурки. В этом видео разберем процесс создания этого декора стен, разделив всю работу на простые этапы, которые сможет повторить каждый. Плюс покажу вам, как можно сделать трафарет своими руками, если нужного нигде не найти, а также разберем работу с поталью. Для начала покажу, как сделать трафарет своими руками. Для этого потребуется распечатанный на бумаге узор трафарета. Вариантов в интернете очень много. И также пленка толщиной от полумиллиметра. Перед тем, как вырезать трафарет, обязательно продумайте его стыковку на стене. Я сейчас покажу на примере своего. Нарезаю распечатанный на бумаге узор трафарета на 3 части, которые при соединении между собой создают элемент, удобный для работы на стене. Его будет легко состыковывать по рисунку и без разрыва переносить узор трафарета на большую поверхность. Проверяем место стыка. Если вы делаете трафарет самостоятельно, то заранее проверьте, как он стыкуется на бумаге, а не переносите его сразу на пленку. Это поможет избежать ошибок. Отрезала и сразу проверяю, совпадает ли с рисунком эта часть. Готово! Теперь переворачиваем рисунок и склеиваем все 3 фрагмента воедино при помощи скотча. А также приклеиваю рисунок лицевой стороной к пленке, фиксирую его по всему контуру. Это предотвратит смещение картинки во время разрезания пленки. Переворачиваю заготовку и при помощи макетного ножа вырезаю ромбики, ориентируясь по изображению на бумаге. Под пленку обязательно подкладываем картон или, как в моем случае, пенополистирол. Это помогает дольше сохранить остроту ножа и лучше контролировать линию реза. Вот такой трафарет получился. Далее приклеиваем его на стену, на которую уже нанесен кварцевый грунт. И с помощью узкой малярной ленты размечены места для будущих трафаретов. Это нужно сделать заранее. Разместили трафареты, и теперь можно приступить к замешиванию материала, из которого будем создавать фактуру. Я использую гипсовую шпаклевку, также подойдет и полимерная. Сухую смесь засыпаем в воду, а не наоборот, как я делала в прошлом видео про скальолу. Там мне для создания мраморного рисунка нужен был неправильный замес, при котором образуются комки. И судя по комментариям к тому видео, многие хотели бы посмотреть работу по созданию такого декора на столешнице. Думаю, что до Нового года такое видео на канале выйдет. Хорошо размешала шпаклевку, теперь беру небольшой шпатель, набираю немного материала и заполняю трафарет. Двигаюсь шпателем медленно и аккуратно, чтобы шпаклевка не попадала под трафарет. Толщина слоя должна быть 2-3 мм. Ничего сложного тут нет. Просто стараемся заполнить всю площадь трафарета одинаковым по толщине слоем. Нанесение шпаклевки через трафарет – это достаточно долгий процесс, и покрытие целой стены таким способом займет много времени. Но когда трафарет используется только на небольших участках стены, это упрощает создание декора. При этом получаем интересный и объемный узор. Пока материал не высох, аккуратно снимаем трафарет. Первый фрагмент готов. Теперь подставляю его снизу и стыкую по линии. В работе с трафаретом главное никуда не торопиться и быть аккуратным, чтобы четко состыковать его фрагменты и рисунок правильно продолжался. Не забывайте время от времени промывать трафарет водой, чтобы предотвратить накопление высохшей шпаклевки на его краях. Это поможет сохранить четкость рисунка. Полностью заполнила первый участок и сразу снимаю вот этот боковой малярный скотч. Сделать это нужно до того, как шпаклевка полностью высохнет. Чтобы не растягивать видео, второй трафарет я нанесла за кадром. Почему строители ведут себя нечестно, всем известно. А вот почему стоимость стен составляет всего 3% от общей стоимости дома и экономить тут со всякими 3D-печатями нецелесообразно, знают только профессионалы в сфере строительства. Самые простые вещи часто оказываются гораздо сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Поэтому профессиональная точка зрения специалистов и их честное мнение могут нас сильно удивить. Александр Дубовенко, основатель компании Goodwood, знает о строительстве все.
Более 5000 домов из дерева и камня, построенных его командой, говорят сами за себя. На своем канале Александр рассказывает о том, что сейчас с ценами на дома и на чем можно, а на чем нельзя экономить при строительстве. Он делает разборы реальных проектов и рассказывает секреты успешного строительного бизнеса в России, показывает самые современные технологии и дает советы по выбору строительных материалов и дизайну. Лично у меня после просмотра каждого видео на канале Goodwood возникает один и тот же вопрос. Почему я даже не задумывалась об этом нюансе раньше? И как можно строить свой дом, не зная этого? Александр не только ездит по всей России и в другие страны, чтобы показать на канале крутые загородные проекты, технологии и тренды, но и комментирует события рынка. В частности, разбирает новости по ипотеке на строительство дома. Эти новостные выпуски мне нравятся больше всего. Откровенные размышления Александра и его интересная подача информации поднимают мне настроение и помогают понять, чего стоит ожидать в будущем. Чтобы поменять ваш взгляд на привычные вещи и представления о строительстве дома в целом, подписывайтесь на канал Goodwood «Строительство домов». Ссылку на него я оставила в описании под видео. Чтобы продолжить дальше, ждать полного высыхания фактуры трафаретов не нужно. Повторно оклеиваем края малярной лентой, подготавливаем ту же самую шпаклевку и приступаем к нанесению. Для этого потребуется кельма и шпатель. Набираю небольшое количество материала на кельму и слегка приподнимаю материал, чтобы образовались вот такие холмики. Начинаю делать легкие касания кельмы к поверхности, постепенно усиливая нажим. Также в процессе не забываем вращать кельму в руке, чтобы отпечатки не повторялись и были более разнообразными. Так фактура карты мира будет смотреться лучше. Теперь заполняю второй участок, который находится между трафаретами. Что мне нравится в этой работе секциями, так это то, что нет необходимости переживать о неровных стыках. Можно спокойно заполнять участок полностью, не боясь, что материал успеет где-то высохнуть. Заполнила шпаклевкой небольшую площадь и приглаживаю ее чистой кельмой. Работая с гипсовой шпаклевкой, за раз много материала не разводите, особенно если в помещении жарко и низкая влажность. Все это ускоряет процесс высыхания смеси не только на стене, но и в ведре. Поэтому подбирайте комфортный для себя объем одного замеса, начиная с 1-2 кг, и постепенно увеличивайте. Также между замесами промывайте тару, чтобы в ней не оставалось сухой шпаклевки, которая может очень сильно ускорить высыхание свежего замеса в ведре. С приглаживанием закончили и снимаем малярный скотч. Для заполнения островками узкого участка вдоль угла набираю шпаклевку только на край кельмы. После приподнимаю ее, чтобы получить небольшие холмики. Теперь прикладываю кельму к углу, той стороной, где на нее нанесена шпаклевка. Очень легкими движениями отпечатываю ее на этот узкий участок. Убираю остатки материала с кельмы и набираю новый. Главное тут не забывать приподнимать шпаклевку маленьким шпателем, чтобы получались холмики. Иначе на стене можно наделать слишком много больших отпечатков. Быстренько закидала и приглаживаю. В процессе работы обязательно делайте движение кельмы в разные стороны. Так материал распределится равномерно и островки будут иметь красивую форму. Если края островков начинают подрываться, это означает, что на кельму прилипло слишком много материала и ее нужно очистить. И не забываем пригладить узкий участок вдоль стены. Движения от угла делаю не горизонтальные, а немного вверх и вниз, чтобы островки получались более разнообразными и не имели одного направления. Приглаживаю шпаклевку таким образом в несколько подходов, пока вершины фактуры не станут гладкими. И только после этого можно снимать малярную ленту. Шпаклевка полностью высохла и можно приступить к ее шлифовке. Делать я это буду 240-м абразивом.
После шлифовки материала поверхность обязательно грунтуем. Для этого подойдет грунт глубокого проникновения или пропиточный. Если вы используете грунт-концентрат, то обязательно разводите его водой в необходимых пропорциях для последующей покраски. На упаковке должно быть написано, сколько требуется воды для правильной концентрации. Это обеспечит лучшее сцепление краски со шпаклевкой и равномерное покрытие. Грунтование также помогает уменьшить впитываемость поверхности и обеспечивает более ровное нанесение. Важно дать грунту полностью высохнуть перед следующим этапом работы, чтобы избежать возможного отслоения декоративных слоев. После я проклеила края малярной лентой и теперь добавляю трафарет в виде вот таких листьев. Я размещаю его поверх геометрического трафарета, так, чтобы листья начинались от края малярной ленты и были направлены к центру. Для заполнения использую ту же гипсовую шпаклевку. Заполнила первый трафарет и снимаю его. Затем беру небольшую художественную кисть, смоченную в воде, и сглаживаю шпаклевку. Таким образом получается ровная и объемная фактура листьев, которую не нужно будет шлифовать после высыхания. Чтобы шпаклевка не прилипала к кисти и не забивала ее щетину, необходимо регулярно промывать кисть в стакане с водой. Теперь даем листьям полностью высохнуть, затем их обязательно грунтуем и только после этого приступаем к окрашиванию. Делать я это буду моющейся глубоко матовой вододисперсионной краской. Добавляю в нее черный и карамельный колер. Теперь беру венчик и все перемешиваю. Чтобы не было разводов на стене, колоранты должны хорошо распределиться в краске. Цвет получился уже почти такой, какой мне нужен, но не хватает немного красного. Добавляю его туда всего одну каплю и еще раз все хорошо перемешиваю. Получается теплый серый цвет. По объему колируйте краску с расчетом на 2 слоя. Это примерно 280-300 мл на квадратный метр. Далее переливаю краску в ванночку и наносить буду валиком с длинным ворсом. Если вы работаете на большой стене и необходимо окрасить объемную фактуру, то оптимально использовать валик шириной 15-18 см с длинным ворсом из микрофибры или полиакрила. Чтобы закрасились все углубления, двигаемся валиком в разных направлениях. Так краска будет легче затекать в труднодоступные для нее места и после высыхания останется меньше пропусков, которые можно легко закрасить вторым слоем. Таким образом мы получаем поверхность однородную по цвету. Вот так декор выглядит после нанесения второго слоя краски. И мне он уже и так очень нравится. После высыхания краски наносим на вершины фактуры листьев клей для потали. Удобнее всего это сделать небольшой кистью. Макаю ее в клей и наношу на вершины. Нанесли клей и даем ему час высохнуть. После этого приклеиваем поталь. Беру первый лист и кисть средней жесткости. Прикладываю его к высохшему клею вот таким образом. И как видите, поталь моментально приклеилась. Теперь только нужно смахнуть кистью все лишнее. Поталь бывает различных металлических цветов, от хрома до черного металлика. Также она бывает жидкая и трансферная. Жидкая наносится как краска кисточкой. Трансферная или переводная – это, наверное, самый интересный вариант. И в одном из следующих видео обязательно покажу процесс работы с ней. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Один из главных секретов работы с поталью – правильный выбор основы, на которую наносится клей. Краски с шелковистым, полуматовым или глянцевым блеском после высыхания остаются слегка липкими, поэтому ровно приклеить поталь на такую поверхность даже с использованием специального клея будет очень сложно. Это обязательно нужно учитывать при выборе краски. Я в этой работе использую глубоко матовую краску, которая после высыхания абсолютно не липнет и имеет бархатистую текстуру. Поэтому, когда выбираете краску, то на банке должна быть пометка, что она совершенно, глубоко или абсолютно матовая. Также еще подойдут варианты с цифрами 2, 3 или 4.
Применяя такие варианты, даже мельчайшие кусочки потали не цепляются к поверхности, что позволяет добиться максимально ровного и аккуратного нанесения. Закончили с поталью. Теперь берем черную краску и будем ее наносить в технике сухая кисть. Убираю излишки об тряпочку и легкими движениями выделяю фактуру. На кисть сильно давить не нужно. Нам необходимо получить легкую дымку, которая подчеркнет рельеф и сделает рисунок более явным. Готово! Теперь в оставшиеся углубления вклеиваю зеркальные золотые молдинги. Они на самоклеющейся основе, поэтому просто снимаю защитную пленку и сразу клею их к стене. Такие ленты можно заказать на маркетплейсах. Они бывают разной ширины и цвета, а также пластиковые или металлические. Ленты вклеены, и теперь наношу защитный лак на поталь. Я использую шелачный лак, так как он дает очень глянцевую пленку, которая усиливает блеск золота. Такой же эффект дает и эпоксидная смола, поэтому можно использовать и ее. Таким образом защищаем лаком всю поталь, и после его высыхания можно будет посмотреть, что у нас получилось. Этот вариант декоративной штукатурки мне нравится. За счет черной краски, нанесенной в технике сухая кисть, фактура смотрится более объемной. При желании этот рельеф можно еще больше подчеркнуть, применив боковое освещение. Также плюсом такой объемной фактуры декора является то, что она не требует хорошей подготовки стен. Мелкие неровности и дефекты основания такой декор скроет. Это очень существенный плюс. Золотые листья тут отлично смотрятся и оживляют общую картину. Думаю, что и в более светлые вариации такой декоративной штукатурки золото хорошо впишется. Представьте этот вариант фактуры, окрашенной белой краской, с дополнительным выделением черным цветом в технике сухой кисти и золотым трафаретным узором. Смотреться, думаю, будет шикарно. Также можно окрашивать такой декор зонами. Золотые полосы при этом послужат их разделителем. Фактура карты мира в одном цвете, а фактура геометрического трафарета в другом. Это увеличивает вариативность создания декора в этой технике. Свои варианты вы можете написать в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваши идеи по выбору трафарета и цветовых решений. А на этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!